Итак, Ялта, день второй. Сейчас мы идем завтракать. Потом попробуем прокатиться на канатной дороге с такими интересными люльками. И поедем, вероятнее всего, в ботанический сад. Центральная пешеходная улица. Сегодня солнечно, в отличие от первого дня, когда был дождь. Ветер, и вообще было жутко. А сейчас идет мелкий снежок. Вот мы сейчас вот в эту чебуречную затестируем. Чебуреки крымские. Ну и цены, как вы видите. В принципе, все очень даже доступно. Чебуречки выглядят вот так. Взяли два микс, два брынза-зелень. Ой, один брынза-зелень и один сыр-помидор плюс чайник чая вышел почти в 800 рублей. Ценники вот напомню. Ну, будем надеяться, что они вкусные. В общем, ребят, отзыв о вот этой чебуречной, которая почему-то зеркально показывается. В общем, чебуреки классные. Особенно возьмите, попробуйте микс. Мясо, сыр и помидор. Я, к сожалению, съел всего 1,5 чебурека. 2 чебурека в меня не вылезло. Очень сытные и здоровские. Мы в Никитском ботаническом саду. Вот. Есть кафешечка. Такое вот все красивое. Ну и, конечно же, Владимир Ильич. Куда ж без него-то? Без Ленина. Вы смотрите, какое классное дерево. Ну, пальмы какие-то странные тут. О, сердечко. Уп-уп. О, а это что? Север и... Итак, Z. Итак, Z. Блин, что, красное дерево? О, мне его трогать нельзя. Или нет? Местный котик. Котик. Кс-кс. Мурмямя. Классная лестница, но мы туда не пойдем. Ну так выглядит жасминов кусты. Как мочалка, да? Ну, делали же раньше люди красиво, а? А сейчас как наляпают какой-то фигни. Бамбуковая чаща. Вот вам и Крым. Теперь понятно, да? Почему такой звук, когда говорят, мозгов у тебя как у бамбука. Красивая штука. Сейчас мы сюда и пойдем. Посмотрим, что это такое. О, кстати, ребят, смотрите. Это композиция растений, характерных для засушливых зон мира. Видите, кактусы такие плоские. Вот если ваш ребенок 2 получит, берешь такую часть кактуса ему, хатыщ разок. И все. 2 раз он уже не захочет 2 бан нести. Беседка. Гляньте, какая красота. Раньше люди садились вот так раньше на лавочке, тут чаечек пили, сидели и наблюдали какую-то вот такую красоту, которая здесь есть в парковом хозяйстве. Подключил микрофон, который с собой брал, но почему
почему-то и не использовал ни разу, думаю. Что ж это я так? Надо хоть микрофон новый беспроводной протестировать. Собственно, как тут красиво в Никитском ботаническом саду, вы все видите сами. Наверное, просматривая на телевизоре в 4К картинки, будет вообще очень здорово. Нам, наверное, в другую сторону идти. Ну, изначально мы спустились с верхних ворот к нижним, и как-то, причем у нас это все быстро получилось. Пальмы. Да смотрите, какие они интересные. Не знаю, передает ли вам камера или нет, но такие они пушистые какие-то. Стволы у них деревьев. В смысле, стволы пальмы. Стволы деревьев пушистых пальм. Ну кто такую херню не скажет, если не я? И все зелененькое. Блин, а сейчас февраль. Середина февраля. Нам вот туда надо. Вот туда наверх. Подснежников, кстати, очень много. Вот, кстати, какие-то ягодки. Ну-ка попробуй ягоду на вкус. Если не отравишься, то значит съедобно. Наверху ветер сильный. Видите, как они колышутся. Бассейн. Гляньте, какой старый бассейн. Все зеленое, зеленое. Как будто и зимы не было вовсе. И солнце светит. Но скажу вам, что ветер есть. Идет вот мелкий снег. Может быть, вы видите на камеру, может нет. Но мелкий снег есть. И как бы, если вот держу камеру и снимаю без перчатки, рука одна и вторая мерзнет. Поднимаюсь по такой достаточно крутой лестнице куда-то вверх на балкончик. Но вот такой красивый. Ой, там еще можно вверх подняться. Но это мы потом. И отсюда будет вот такой замечательный вид на ансамбль. Ну, не красота ли? А там вдалеке море. Потрясно. Деревце, как говорит Лядов. Охренеть. Это вот просто... Вот я с ним рядом стою и понимаю, насколько я вообще никто. Причем я помру, а это дерево так и будет стоять. Ну, если никакой бравый управленец его, конечно, не спилит. Или вот, смотрите, впереди какая красотища. Прям так и говорит, что там вот: Евгений, построй домик на дереве. А ландыши почему нет? А ландыши будут мало. Или вот дерево. Ребята, и оно еще круче, чем то, которое было до этого. Просто это ж мечта любого изготовителя корпусной мебели. Это ж тут сколько можно табуретков для кухни настрогать. Или гляньте, сейчас я вам покажу просто вот, ну как бы дерево, да, но даже, блин, в камеру не влазит, смотрите. Вот я и вот дерево. Ну, с ума сойти. Ну, лучше, конечно, не сходить с ума, но... Ну, просто масштабы. Это тут 1,5 метра, наверное, а то и 2. Какие-то горшки. Листьями все не чищено. Если бы было почищено, было бы на порядок все это красивее. Но почему-то за вход для взрослых 500 рублей берут.
Остальные билеты по 200. Но почему-то не убирают территорию надлежащим образом. Хотя должны. Сейчас мы еще разочек подойдем к бамбуковой роще для детального ознакомления, так как мы как-то сразу повернули налево и мы ушли. Такой зелено-черный бамбук. А там был, более привычный, к которому мы привыкли, из которого вот удочки обычно. Такой желтый. Гляньте, как пальмы. Вот они сами себя укутывают вот таким вот материалом переплетенным. Хоть бери, снимай аккуратно, и вот тебе можно кофту забабахать, либо еще чего. Но, ребят, не может в Никитинском ботаническом саду быть все прекрасно. Обязательно найдется что-нибудь загаженное. Не хотелось такое мне находить, но оно есть. И почему бы это не показать, чтобы в дальнейшем это все устранили и убрали. Ну и, конечно же, немножко эротики. Если это можно так назвать, сейчас все подряд. Эротики примешивают. А тут смотрите, какой мостик есть. Тут водичка течет. По мостику можно пройти. И потом удочки лежат. А теперь мы пошли в парк Монтедор. Кактусовую галерею смотреть. Стоимость... оранжерею. Стоимость 300 рублей. Как интересно, вам на камеру не видно, но сейчас идет снег, светит солнце, и еще сейчас где-то будут кактусы. Короче, прикольно. А? Как вам? Вы думали, что сосну в подарок только однажды бывает, а еще бывает сосну в бунге? Не знаю, что это значит. Видимо, порода такая сосны. А вот там морюшка. Ляпота. Райский сад. Кактусовая оранжерея. Зашли мы в кактусовую оранжерею. Смотрите, какие красивые тут. Тут, кстати, тепло. Можно погреться, если вы замерзли. Гляньте, как в Южной Америке, и как в Мексике. Кактусы какие классные. Или вот, что колючая проволока. Засадил таких вместо заборов, и никто к вам не пройдет. Или гляньте, какой. Тук-тук-тук-тук-тук. Я, конечно, не особо шарю в кактусах, как, впрочем, и вы все. Но гляньте, какие они прикольные есть. Сколько их всяких видов. Смотрите, новогодний кактус. Называется мамиллярия хаги, подвид элегантная. Гляньте, зеленые на нее игрушки. Понацепите, уже это почти как елка. Или те вон как будто колбаса плесенью покрылась. Или вот. Гляньте, прям папа, мама, бабушка, дедушка. Еще соседи тут. И все такие вместе. Кактусовые. А вот здесь этим кактусам явно не хватает страз Сваровски. Вот было прям шик-блеск, красота. Ну и так. А есть еще розовые кактусы. Короче, смотрите. Кактусы, напоминающие червяков. Или вот такие, как щупальцы чего-то. Или вот, гляньте какой. Тут, наверное, воды в нем очень много. Такой прям мясистый ствол. Правда, колючки уже им поотламывали. Да нет, вон видно. Смотрите, какие они классные. Цветочки есть. Яркие цветочки. Или вот какой. Ух ты, какой кактус классный. Ребят, я не знал, что так много бывает всяких здоровских кактусов. Наверное, засвет. Смотрите, с листьями прям. А вот цветущий кактус красный какой-то.
Гляньте, как классно оказывается. Сколько их всяких разных видов бывает. А это кактусы, смотрите, какие маленькие, прямо как грибы-поганки. Кактус, короче, по ходу дела, под все случаи жизни бывает. Для любителей цветочков сниму цветочки. Цветочки в 4К, это красиво должно быть. Да вы посмотрите, как их много всяких. Гляньте, алоэ астинная. Алоэ это что, тоже порода кактусовых? Еще красивые цветочки. Яркие такие. Чувствуется, ролик про парки получится длинный. Вероятнее всего я его разобью на 2 части. Ой, рыбки. Ребята, рыбки. Смотрите, какие красненькие. Тут отражаются растения. Ой, какие, смотри, какие они. Это что, на них мухи? Это цветочки на кактусе. Или вот это, гляньте, какие ежики прикольные. Чтобы вы понимали масштаб, я вот так сниму. Они такие большие. Я теперь понял, откуда Сбермаркет умную колонку взял, дизайн ее. Вот с этих мексиканских кактусов. У них же такое же. Только сверху кнопочки. Гляньте, какой с завитушками со всякими разными. Вот, чтобы вы понимали, пальмы вблизи. Гляньте, как они прямо это переплетаются волокнами. Прям ткань такая. Ой, плотная, кстати. Если еще нитку сюда вшить, то хоп, можно. Все, туда, к сожалению, уже не пройти. Мы сейчас пойдем в райский сад. Эта экспозиция называется «Райский сад». Сейчас посмотрим, что здесь интересного. А? К такому вас жизнь явно не готовила, а такое бывает. Оказывается, мы еще не дошли до райского сада. Вот теперь мы идем в райский сад. Это где-то вот тут. Ой, это тут много где можно походить. Лайфхак. Как утеплить пальму, если у вас холодно. Мешок. И набиваете его по кругу ствола листьями, либо опилками. И все. Пальме тепло. И как представлю, сколько нам потом возвращаться до автобусной остановки наверх. Беседка, вдохновение. О, то, что надо. Туда и идем. Вдохновляться. Маршрут экскурсии. Кедр. Тималайский. Тималайский или гималайский? Не вижу, что там написано. Гималайский кедр, ребята. Эх. Наверное, кедровые шишки тут есть. И орешки. Но это не точно. Пихта алжирская. Ой-ой-ой-ой. Какое оно высокое все. Какие листочки. Красивые. Ой, еще водопад. Искусственный, но гляньте как. А тут у нас какие-то есть ягоды. Жена говорит, их есть нельзя, можно сдохнуть. А я каждых бы попробовал. Беседка вдохновения. Да тут пока дойдешь до этой беседки уже она тебе не поможет. Где же ты? Где? Беседочка вдохновения. Это не она. А вот там увидим дом. Какой-то мажор себе построил. Представляешь, сколько там хат стоит. И тут у нас водопад и некрасивые трубы. Прям как на Бора-Бора все.
Я, правда, там не бывал. Ну, наверное, примерно так же. Еще вот эти трубы бы, не знаю, там корой бы обернули, чтобы казалось бы, что это дерево просто валяется. Было бы намного красивее и не бросалось бы это в глаза. Но, к сожалению, не хватает у многих мыслей верных для создания красивых вещей. Смотрите, какой мох красивый. Я не фанат мха, конечно, но гляньте, он как будто кудряшками. Все дерево мхом покрыто. Постараюсь, конечно, в этом ролике повырезать много чего. Но хотелось бы, чтобы вы посмотрели всю вот эту красоту. К сожалению, камера, наверное, не сможет все равно это все передать. Я так подозреваю, это вот это деревце. Такое без коры. Поэтому и снимаю в 4К. Потому что Full HD, оно, конечно, это неплохо, но уже по нашему времени Full HD такое себе. Уже у всех телевизоры 4К. Ну или большого количества людей. Это у нас название фиг прочитаешь. Ликвидамбар формозский. Я не знаю. Дерево. Дерево и дерево. Ой, тут смотрите, какая ляпота. Прудик какой красивый. Прям красивая территория. Я все ближе и ближе поднимаюсь и приближаюсь к беседке вдохновения. Что самое интересное, на указателях не написано дистанция до этой беседки. Но сначала спускались, теперь поднимаемся в горку. И, о чудо, по ходу дела мы уже близки. Она, вот, я так думаю. Гляньте, как плиточка. Кстати, не скользкая плитка. Вдохновение. В 2019 году. Только вот фишка в том, что беседка. А где же лавочка-то сама? Лавочки-то нет, ребят. Но гляньте, какой тут видос. Очуметь. Смотрите. Гляньте, какая красотища. Вот еще вот эти волнорезы бы сделали бы как-нибудь покрасивее. Какие-то вот эти навесы, это так все выглядит страшно. Но если посмотреть вниз, тут высоко. Гляньте как. А вон Ялта, да, у нас? Это Ялта. Вдали горы. Вот это мы забрались, конечно. Круто. И снег идет. Что самое интересное, а в Ялте там, походу, так нормально наваливает снежок, судя по тому, что там вон белое все. Здесь еще не особо.